Правила въезда в Египет для россиян в 2022 году. Ознакомиться с ними можно на сайте travelata.ru, где собраны актуальные данные. На этом сайте отслеживаются изменения в требованиях для туристов и каждый раз обновляются данные. Смотрим, где какие страны открыты и на каких условиях. Ссылку на сайт оставлю в описании под этим видео. Будем смотреть, где подробные требования по въезду. Для путешествия в Египет вам потребуется виза, потребуется приобретение однократной марки по прилету, стоимость $25 США, оплата строго наличными. Срок действия паспорта 6 месяцев со дня окончания поездки. Срок действия марки 1 календарный месяц. Прилетающим в аэропорт Шарм-эль-Шейха до 14 суток пребывания доступен бесплатный синайский штамп. Допуск на рейс. Потребуется заполнить декларацию по прилету. Прилетающим в аэропорт Хургада и Каир декларация доступна по ссылке, можете на сайте Travelata посмотреть. Прибывающим в аэропорт Шарм-эль-Шейх декларация также доступна по ссылке на сайте. За детей декларацию заполняет один из родителей, просим иметь в наличии ручки. Вакцинированным туристам потребуется электронный сертификат с QR-кодом, одобренные вакцины «Спутник В». Требования к сертификату. Электронный сертификат с обязательным QR-кодом получен из портала госуслуги. На английском языке должен содержать в себе данные заграничного паспорта и подтверждать ввод 2 доз препарата. Дата ввода второй дозы не должна быть меньше, чем 15 суток до вылета. Особые условия. Вакцинированным за пределами Российской Федерации, в том числе без QR-кодов, обязательно потребуется штамп египетского посольства. Оформляется это самостоятельно. Ревакцинированным спутник Light необходимо оформить тест ПЦР COVID-19 на общих основаниях. Авиакомпании и пограничные службы вправе потребовать оформления теста ПЦР на общих основаниях до вылета, так и на обратном пути следования, без предварительных уведомлений. Оплата производится за счет туристов. Образец электронного сертификата с портала госуслуги можете посмотреть также по ссылке. Невакцинированным туристам потребуется ПЦР COVID-19 с QR-кодом. Срок действия ПЦР. Срок в 72 часа от теста отсчитывается от времени и даты забора биоматериала, а не от даты получения. Время и дата указываются в справке. Требования к ПЦР. Электронная или оригинальная справка строго с QR-кодом на английском языке должна обязательно содержать в себе данные заграничного паспорта и включать формулировку РТ-ПЦР. Адреса клиник с услугой ПЦР для вылета просим уточнять самостоятельно, но в интернете всегда можно найти. Детям с 12 лет тест ПЦР потребуется на общих основаниях. При выявлении нарушений с недостоверными данными в ПЦР и нечитаемыми QR-кодами пограничные службы могут применить правила депортации. Оплата расходов будет производиться за счет туристов. Об этом я вам уже рассказывала. Также можете получить скидку 10% по промокоду Travelata, если будете делать тест в Москве и Санкт-Петербурге. Налог на проживание отсутствует, не исключены депозиты в отеле. Карантин также отсутствует. Страна пребывания в любой момент может потребовать соблюдения карантина и провести тестирование по прилету. Обращаем ваше внимание, правила въезда предварительные и могут дополниться по факту вылета. Если вы тур купите через сайт Travelata, Travelata вам в любом случае об этом сообщит, либо вам позвонит менеджер, либо придет смс-уведомление. Авиакомпания вправе запросить дополнительные справки ПЦР на любом из маршрутов перелета в дату начала тура и на обратном пути в Российскую Федерацию. Накануне вылета очень важно самостоятельно проверить детали и условия на официальных сайтах авиакомпании. В мире COVID-19 информация может меняться в одностороннем порядке. Важно, чтобы на дату вылета были в наличии актуальные документы и допуски. Транзитным пассажирам, в том числе с длительными пересадками в других странах, может потребоваться дополнительное оформление визной визы и повторное оформление тестов ПЦР. Туристам без услуги трансфер необходимо обязательно проверить детали полетной программы на онлайн-табло аэропорта вылета и на официальном сайте авиакомпании. Время действительно может отличаться от ранее направленных данных.
Прибывать в аэропорт необходимо заблаговременно всем пассажирам с учетом, что рейсы могут вылетать раньше положенного времени или задерживать время вылета в довылетной зоне аэропорта. Но об этом, наверное, уже все знают. По возвращении в Российскую Федерацию. Подробнее ознакомиться с правилами возвращения туристов в Российскую Федерацию можно также на этом сайте. Давайте посмотрим, какие действуют правила. С 30 июля 2021 года на основании постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации потребуется предоставить бумажную анкету или QR-код, полученный на портале госуслуги. Невакцинированным дополнительно потребуется оформить тест ПЦР и загрузить данные на портале госуслуги не позднее 4 дней со дня прибытия. Официальная информация Роспотребнадзора от 6 июля 2021 года доступна по ссылке, можете посмотреть. Дополнительная информация от 28 июля 2021 года доступна также по ссылке. Очень важно соблюдать правила постановления во избежание штрафов. До вылета и прохождения границы в Российскую Федерацию. QR-код. Для получения потребуется заполнить данные на портале госуслуги. Бумажная анкета. Альтернативная бумажная версия анкеты. Также доступна по ссылке. За детей заполнить бумажную анкету или оформить QR-код должен один из родителей. На чартерных рейсах номер рейса, время доступно накануне вылета. На регулярных и чартерных рейсах номер посадочного кресла будет доступен после прохождения онлайн-регистрации или регистрации в аэропорту. Просим иметь при себе ручку. После прохождения границу и по факту прилета. После получения багажа необходимо передать анкету или QR-код сотрудникам санитарного контроля. Невакцинированным и детям необходимо сдать один ПЦР-тест в течение 3 дней со дня прибытия и предоставить результат до 4 дней со дня прибытия в Российскую Федерацию. Вакцинированным и переболевшим при наличии действующих электронных сертификатов на портале госуслуги тест ПЦР не обязателен. Информацию о действующем сертификате или результате ПЦР-теста необходимо разместить всем туристам на портале госуслуги. Есть также ссылка. Туристам, не имеющим доступа к порталу госуслуги, просим заранее оформить регистрацию или обратиться к технической поддержке для возобновления доступа. Также есть правила для иностранных граждан. Детализация и уточнение правил въезда в Российскую Федерацию, включая запись в посольстве с последующим оформлением, воспроизводится туристами самостоятельно. Основным документом, подтверждающим право постоянного пребывания в Российской Федерации, считается вид на жительство. И с 4 декабря 2021 года потребуется отрицательный тест ПЦР, оформленный не ранее, чем 2 календарных дня, 48 часов до прибытия в Российскую Федерацию. Дополнительная информация также доступна по ссылке. Наличие приложения «Путешествие без COVID-19» потребуется гражданам республик Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Азербайджан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Ссылки также здесь указаны.